Привет, друзья! С вами Дина и канал «Коллекция рецептов». Многие из вас просят меня показать, как приготовить правильную маковую начинку для сладкой выпечки. И сегодня я вам все подробно покажу и расскажу. Как и любую крупу перед варкой, мак надо хорошо промыть. У меня 300 граммов сухого пищевого мака. Всыпаем его в кастрюлю и заливаем холодной водой. Перемешиваем, даем ему напитаться минут 5. Еще раз перемешиваем, и только потом будет видно, насколько он чистый или сорный. У меня практически чистый, даже вода прозрачная. Даем ему осесть, и поскольку мак очень мелкий, сливаем на самое частое сито или через льняную, капроновую или другую плотную ткань. Если мак очень грязный, повторяем эту процедуру. Отправляем кастрюлю с маком на плиту, заливаем его водой, доводим до кипения, убавляем нагрев ниже среднего и варим 1 час. Маковое семя должно очень хорошо набухнуть и распариться. Периодически снимаем пену и маслянистую пленку. Если по ходу варки вы увидите, что вода стала грязной, мутной, снова сливаем ее. Заливаем мак чистой водой и продолжаем варить. Я, как правило, за это время 1-2 раза меняю воду в кастрюле. В процессе длительной варки мака вы можете столкнуться с такой ситуацией, когда увидите в кастрюле что-то маленькое, белое, похожее на червячков или личинок одинаковой полукруглой формы. И чем дольше варка, тем больше их появляется. Друзья, спешу вас успокоить. Это никакие не червячки. Это ростки, зародыши семян мака. Такие же, как у фасоли, гороха. При набухании семена лопаются, раскрываются, и они всплывают. С этим моментом разобрались. Идем дальше. Спустя час варки сливаем с мака горячую воду и заливаем холодной водой с целью промыть и одновременно остудить горячий мак. Лучше это сделать дважды. Теперь мак надо очень тщательно отцедить. Даже через самое мелкое сито маковые семена проскакивают. Поэтому я использую для этих целей вот такой капроновый мешочек. В нем я сцеживаю творог, отвешиваю сметану для крема, сливочный сыр, готовлю ореховое молоко и так далее. Эту процедуру я оставила за кадром. Обратите внимание, что с мака очень неохотно стекает вода. Его надо, что называется, отжимать. Лучше всего уложить его на льняное или хлопчатобумажное полотенце и постараться хорошенько промокнуть, чтобы ткань впитала излишки влаги. Если этого не сделать, при добавлении сахара маковая начинка потечет и станет жидкой. Вот так хорошо распарился мак, и сейчас его надо как следует измельчить. Для этого можно воспользоваться погружным блендером, растереть в ступке или дважды смолоть на мясорубке самой мелкой решеткой. Если помните, у меня было 300 граммов сухого мака. Столько же понадобится сахара. Отправляем в мясорубку по очереди распаренный мак и сахар, который выступает в роли жерновов. Сейчас я использую 200 граммов сахара, а в конце добавлю еще 100. Полученную массу повторно пропускаем через мясорубку и всыпаем еще 100 граммов сахара, чтобы протолкнуть весь мак. По консистенции маковая начинка мягкая, пластичная, даже липкая. Это уже совсем не тот сухой рассыпчатый безвкусный мак, который был в начале. Размешиваем мак с сахаром до полного его растворения. Обратите внимание, насколько получается густая масса даже после добавления сахара. А все потому, что мы тщательно отжали мак. В таком виде маковую начинку можно заморозить и в любой момент использовать по необходимости. Она совершенно не теряет своих качеств. Для придания дополнительного сливочного вкуса и нежной текстуры к маку добавляем 50 граммов мягкого сливочного масла или жирных сливок. А чтобы при формовке, выпечке и нарезке готовых изделий начинка из мака не высыпалась, вводим в массу яйцо или яичный белок. Он поможет закрепить начинку.
Разнообразить вкус маковой начинки можно, добавив в нее измельченный изюм, чернослив, вяленую вишню, любые другие сухофрукты, цукаты, обжаренные орехи, цитрусовую цедру, а вместо сахара использовать мед, густое повидло, джем или измельченные яблоки и груши. Кроме того, дополнительную пикантность маковой начинки придает ваниль. Из этого количества продуктов получается 800 граммов готовой маковой начинки. Это настолько вкусное лакомство, что, приготовив единожды, вы навсегда влюбитесь в нее. Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых вкусных, ароматных и многими любимых. Уже в следующем видео смотрите, как я готовлю рулет из сдобного дрожжевого теста с этой начинкой. Друзья, я очень надеюсь, что вам пригодится этот рецепт, и вы непременно воспользуетесь моими советами по приготовлению вкусной начинки из мака. Если это так, ставьте лайк, пишите свои отзывы и подписывайтесь на канал «Коллекция рецептов». С вами была Дина. До новых встреч!